Всем привет! Продолжаем наш цикл обзоров вспомогательных окон Spine. Сегодня у нас на очереди еще 4. Это Playback, Skin, Slot и Timeline View. Как и до этого, каждый по отдельности не тянет на полноценный урок, но вместе они закрывают несколько очень полезных рабочих процессов. Playback View управляет параметрами воспроизведения анимации. Skin View позволяет видеть несколько скинов одновременно. Color Slot View — это быстрый доступ к выбору цвета слотов, а Timeline View — это просто дополнительная панелька с таймлайном, которую можно разместить где угодно. Давайте разбираться по порядку. Начнем с Playback View. Это окно отвечает за параметры воспроизведения анимации. Для того, чтобы открыть данное окно, мы переходим в режим Animation и во вкладке Views выбираем Playback. Первое и самое важное здесь — это Timeline FPS, то есть количество кадров в секунду, которое использует таймлайн. Обратите внимание, что все скелеты и все анимации в проекте используют один и тот же FPS. Это настройка уровня всего проекта. По умолчанию Spine предлагает 30 кадров в секунду, и это хорошее значение для большинства пользователей. Но некоторые аниматоры, особенно те, кто пришел из классической покадровой анимации, они интуитивно чувствуют длительность движения при 12 или 24 кадрах в секунду. Если вам так привычнее, переключайтесь. Повышенный FPS также полезен, когда вы анимируете очень быстрые движения. Конечно, вы можете зажать Shift и ставить ключи между целыми кадрами, но если такая потребность возникает часто, то проще увеличить FPS и продолжать комфортно работать с целыми кадрами, используя привычную привязку, потому что потом переключаться между ключами, которые находятся между кадрами, не всегда бывает удобно. Теперь очень важный момент. Что происходит, когда вы меняете таймлайн FPS? Ключи в вашей анимации остаются на тех же номерах кадров, но время между кадрами становится быстрее или медленнее. Это значит, что скорость всех анимаций в редакторе и в рантайме изменится. Если у вас анимация при 30 кадрах в секунду занимала именно 30 кадров, значит она длилась 1 секунду. Если на ту же анимацию вы изменили FPS на 60, то длительность анимации изменится вдвое. То есть длительность изменится с 1 секунды на полсекунды. То есть в данном случае наша анимация Combine, она занимает 74 кадра. Если я поставлю FPS 60, то она и будет занимать 74 кадра. И при такой замене FPS наша анимация становится в 2 раза быстрее. Если я увеличу FPS, поставлю 120 кадров в секунду, то увидите, что анимация стала еще быстрее. 4 раза быстрее от 30. Вот и все. Вот так вот это работает. Все ключи остались на местах, в тех же кадрах, в которые они и находились до этого. Бывает ситуация, если вы уже наделали кучу анимаций и по какой-то непонятной причине поняли, что FPS надо поменять, но скорость анимации менять нельзя. В этой ситуации что вы делаете? Вы экспортируете текущий скелет как JSON, после этого создаете новый проект, в этом проекте уже указываете нужное количество FPS для проекта и импортируете внутрь этого проекта свой JSON. И все, проблема решена. Вы, конечно, можете, допустим, если у вас поставить задачу с 30 FPS, надо переключиться на FPS 12. Но скорость анимации должна остаться такой же. Вам нужно брать калькулятор и высчитывать, на какой коэффициент нужно сжать анимации или растянуть анимации. Это не совсем удобно. Особенно, когда у вас получается дробное число. Допустим, вам нужно будет сжать с 75 до 30. Вы взяли, сжали с шифтом, но некоторые ключи у вас оказались между кадрами. Это не совсем удобно, проще делать по той методике, которую я описал выше. Если вы пришли на такой проект, на котором все анимации должны быть с определенным FPS, допустим, от личного 30 по дефолту, 60 или 24, то в настройках Spine можно легко выставить нужный FPS. И он меняется вот здесь. Вы переходите в настройки User Interface, и вот здесь вы видите Default Timeline FPS. У нас стоит 30. Выбирайте любой, и для всех новых проектов этот FPS будет автоматически применяться. Далее у нас идет Speed, скорость воспроизведения. Это слайдер и кнопки с процентами. Они позволяют ускорить или замедлить анимацию. Это очень полезно для тщательной проверки. Ставите, скажем, 50% и включаете анимацию. И теперь у вас анимация проигрывается в 2 раза медленнее. Но это не значит, что она стала в 2 раза медленнее. Она просто проигрывается в 2 раза медленнее. По факту, если вы поставите 100, она будет дальше проигрываться со скоростью 100%. Эта опция никак не влияет на анимацию, она всего лишь позволяет вам скорректировать скорость во вьюпорте. Вот и все. И важно понимать, что скорость воспроизведения действует на все скелеты и анимации одинаково. Она не сохраняется между запуском Spine, не экспортируется и недоступна в рантайме. Технически это просто просмотровый инструмент внутри редактора. В игре вы сами решаете, с какой скоростью применять анимацию. Для этого в коде есть свой мультипликатор. Следующая настройка — это Step, ступенчатый режим.
Когда он включен, между всеми ключами используется ступенчатая интерполяция. Никаких плавных переходов, поза держится до следующего ключа и резко меняется. Зачем это нужно? Когда вы анимируете методом pose-to-pose, от позы к позе, вам важно видеть только ключевые позы, не отвлекаясь на промежуточные интерполированные состояния. Вот этот режим позволяет смотреть на анимацию чисто по ключам. Это то же самое, что вы нажимаете на Hotkey W, и вы видите, что я перемещаюсь просто по ключам. То есть вот у нас здесь в обзорной строке находятся ключи на временной шкале, и я просто перемещаюсь по данным ключам. И еще один режим – это режим Interpolated. Режим интерполяции. Когда он выключен, воспроизведение округляется до ближайшего целого кадра. Между кадрами не происходит интерполяции. Это такой, можно сказать, стилистический выбор. Анимация становится менее плавной, и результат выглядит ближе к классической покадровой анимации, как в старых мультиках. Сейчас вы вряд ли что-то заметите, но давайте понизим скорость до 20, и вы видите, что у нас ступенчато двигается наш таймлайн, потому что он переходит от одного кадра к следующему и не двигается между кадрами. Если мы включим интерполяцию, то видите, как он сразу начал плавно двигаться. Это значит, что мы включили просмотр анимации и между кадрами. Это достаточно удобно. С этим окном мы закончили, я думаю, тут все понятно. Давайте перейдем теперь к окну со скинами. Чтобы его активировать, нажимаем Alt-S, либо в том же меню Views выбираем скины. Это окно позволяет видеть несколько скинов одновременно во вьюпорте. Особенно полезно, когда вы работаете с персонажами, у которых есть там разные предметы или части тела, собираемые из разных скинов. Справа от названия вкладки есть иконка создания нового скина. Когда вы на нее нажимаете, у вас появляется диалоговое окно, в котором вы вводите название и нажимаете ОК. И у вас этот скин здесь отображается. В верхней части окна список всех скинов текущего скелета. Ровно в том же порядке, как и в дереве. Если вы в проекте несколько скелетов, сверху выпадающий список для выбора нужного скелета, как и с анимацией. Клик по скину делает его активным. То же самое, что кликнуть по скину вот здесь, вот на точке видимости. При этом только attachment активного скина можно выделять и редактировать во вьюпорте. Активный скин всегда виден, и если он не закреплен, он считается примененным последним. Что это значит, я чуть попозже объясню. Двойной клик по скину включает окно переименования. Правый клик по скину выбирает этот скин в дереве. Теперь самая интересная часть данного окна – это пины или булавки. У каждого скина в списке, когда вы наводите на него мышь, появляется значок пина справа. Кликаете по нему, и пин становится оранжевым. А скин перемещается в отдельный список закрепленных скинов в нижней части. Если кликните еще раз на этот пин, то он открепляется. Видите, что у нас данный список исчезает. Что делают закрепленные скины? Все они одновременно видны во вьюпорте. Вы можете применить к персонажу голову из одного скина, тело из другого скина, руки из третьего скина, ноги из четвертого скина, оружие выбрать какое-то определенное для скина. И вы видите, что у нас все эти скины становятся видимыми вот здесь. И порядок применения скинов снизу вверх. Сначала применяется вот этот скин, потом вот этот, вот этот, вот этот. И в конце скин с оружием. Активный скин, если он не закреплен, применяется самым последним. То есть если я сейчас просто здесь в списке выберу какой-то скин, но он не будет закреплен, то все смежные скины, которые пересекаются attachment'ами с этим скином, они будут находиться под вот этим скином. И этот скин, соответственно, перекроет своими attachment'ами все остальные скины, которые касаются ног, рук, боди и так далее. Надеюсь, понятно, почему имеет значение положение этих скинов вот здесь. Эти скины в закрепленном меню можно перетаскивать. Таким образом, вы можете менять порядок их применения. Вот так работает данное окно. Давайте отключим все скины назад и уберем окно со скинами. Следующее окно – это Slot Color View. Также открываем его из меню View, и что оно делает? Данное окно работает и в режиме Animate, и в режиме Setup. Удобство данного окна в том, что это просто панель для выбора цвета для выделенного слота. Допустим, вот у нас есть выделенный слот Head, и вот данное окно экономит достаточно много времени. Что мы обычно делаем, чтобы поменять цвет слота? Мы нажимаем на кнопку цвета, выбираем цвет, нажимаем ОК. Это достаточно долго. В данном меню, когда оно всегда активно, любой слот, который вы выбираете, вы просто можете в нем поменять цвет. И этот цвет уже отобразится ключом на таймлайне. Можете поменять сразу, перейти в другую позу, включить, перейти в третью позу, поменять цвет и так далее. Вы видите, что вам не надо каждый раз переходить вот в данную панель, включать вот это меню и выбирать цвет здесь, нажимать ОК. Таким образом, вы экономите достаточно большое количество времени, если вы часто меняете цвет скина либо прозрачность. Причем для attachment также можно менять цвет, но только в режиме Setup. Если вы перейдете в режим Setup, давайте включим здесь тоже этот инструмент, вы видите, что в режиме Setup мы можем менять цвет attachment. Но в режиме анимации мы этот цвет attachment менять не можем, только цвет слота. А в режиме Setup мы можем менять и цвет слота, и цвет attachment. И последнее на сегодня – это
окно Timeline View. Это самое простое окно из всех предыдущих. Переходим во всплывающее меню и выбираем Timeline View. Данное окно просто показывает таймлайн. Тот же самый, что отображается в Graph View, Docshits, Audio View. Зачем нужно данное окно? Чисто для удобства компоновки пространства. То есть, если, допустим, у вас компоновка какая-то своеобразная, и у вас Graph View будет находиться вот здесь сверху, анимации давайте переместим сюда, что-то вот такое условное, я говорю сейчас условно, возможно, у вас как-то по-другому все будет на нескольких мониторах, то вот данный таймлайн достаточно удобно хранить сразу под вьюпортом. Передвигаясь по данному таймлайну, вы просто экономите себе время, а не перемещаете его сюда мышкой. Короче, такой инструмент, конечно, спорный, но кто-то им пользуется. Вот и все. На этом на сегодня все. Всем спасибо, пока.